Думаю, друзья, вы заметили, что в последнее время на поприще анимешных аниме как-то поубавилось умных, глубоких, продуманных тайтлов, о которых можно было бы часами рассказывать, по которым можно было бы снимать бесконечное множество видеоэссе, чтобы каждый, кто уже посмотрел или даже еще не посмотрел феноменальное творение японцев, знал, чем оно является в действительности, какие тайны за собой скрывает и что за глубокий посыл вы не заметили при просмотре. То ли дело раньше клепали говно высочайшего качества, о котором можно было спекулировать годами, выстраивать самые смелые шизотеории. А сколько шизотеоретиков породили те самые никем не забытые старые аниме? Какие столпы, какие гиганты медиасферы выросли на мыслях величайших японских философов? Недавно прочел мангу «Берсерк» и понял, что я буквально гац. Я каждую ночь борюсь с большими кэфами, только вместо клейма жертвы на шее у меня татуха Депа на груди. Но ничего, не перевелись еще авторы, что ставят перед собой великие задачи, стремясь раскрыть простому народу глаза. Есть еще те, кто готовы рассказать всю правду об амбивалентности человеческих отношений. И как раз сегодня я поведаю вам о работе с многообещающим названием «Может ли существовать дружба между мужчиной и женщиной?». Да-да, друзья, тот самый извечный вопрос «Кто такая женщина?», который когда-то волновал умы миллионов, уже решен. Все теперь знают, каково настоящее устройство женщин. И теперь, после налаженного контакта с представителями этого вида, остается лишь узнать, насколько они враждебны к окружающим. А может быть, с ними все-таки можно подружиться? Возможно. Или нет, сейчас узнаем. Разобраться нам поможет телевизор. Слушайте, ну это только вторая серия, тут уже такая драма разворачивается. За основу исследовательской работы мы возьмем нелегкий опыт главного героя Юнацуме. Еще в далекой средней школе горемычный, по совместительству кудесник и рукодельник, задался целью показать родителям, какой он крутой, как он может сам всего добиться и не пойдет учиться великому семейному делу — быть чиновником. А все потому, что молодой не такой, как все. Он особенный, глубокая душевная натура, чувственный, чувствующий тонкую материю этого мира человек. Короче говоря, цветочки любит, а на досуге из них еще и украшения делает. И представляете, готов этим заниматься всю свою жизнь. Интересно, он в курсе, что после школы женщин будут интересовать немножко другие побрякушки, а не латунные цепочки с подвесками из эпоксидки? Впрочем, пока все хорошо, продажи пошли в гору. И все благодаря подруге, однокласснице и просто хорошей, доброй женщине. У нее еще есть имя. Инудзука Химари. Ну, то есть это уже целый персонаж, не последний, так сказать, человек в аниме. Но, к сожалению, и не первый. Потому как давняя тайная любовь ГГшки так и не была понята, так и не была принята. Да ни за что. Мне нравятся девушки поскромнее. Кажись, меня впервые в жизни отшили! Вот она и осталась ходить в подружеских подругах. Но мы с вами понимаем, все не просто так. И в самом начале тайтл просто не может закончиться. Так что ответа на вопрос здесь пока нету. Хотя он и считает ее своей подругой, но вот она... Да что-то сама не понимает, как вообще к горемычному относится. Вроде бы и мальчик такой хороший, ну так ей нравится смотреть, как он увлеченно занимается работой. А вроде бы и не вроде. Ну такая, в общем, неоднозначная, непонятная ситуация. Но тут в игру вступает новое действующее лицо, которое ГГ недавно встретил, испугался и убежал. Рион. Новая женщина. С проблемой старого толка. Украшение, понимаете ли, сломалось и износилось. Очень грустно, очень обидно, блин. Благо, у нее есть друг, который бывший парень главной подруги и в том числе друг главного героя. И вот этот самый Синдзи, абсолютно целиком и полностью нужный сюжету персонаж, свел вместе проблему и ее решение. А то она сама как-то стеснялась обратиться. Ну и все, чё, браслет горемычный починил, все счастливы, аж дождь пошел. Типа лиричная очень история, понимаете, да, тонко играет на струнах души зрителя. Вы, конечно, спросите, а что тут такого лиричного? Так прикиньте, Рион, она тоже влюблена в того самого мастерского мастера и всегда знала, чувствовала, что он тот самый, где-то рядом. А Химари-то и не знала, что кто-то еще, кроме нее, может оценить потуги главного героя. Итог. Вопрос с тем, могут ли дружить мужчина и женщина, отходит на второй план. Теперь нас больше интересует, в какой серии эти бестии друг другу волосы вырвут и шеи перегрызут. Но даже так, несмотря на все их драки и склоки, горемычный все равно ничего не поймет, потому что он главный герой. Его интересуют абсолютно другие цели, у него другие мечты, другие идеалы. Ему надо цветочки цвести, а не вот это вот, ну, настоящий Сигма, да. Помните мем про Сигму, да, вот это вот времена были. Алды вспомнят, крутой мемчик. Поцелуй меня. Вдруг понравится.
А вот и начало той самой конкурентной борьбы. Горемычная вот так сразу сходу предложила ГГ жестко засосаться, чтобы узнать, каково это вообще. А то они же, блин, такие молодые, неопытные, даже не знают, как ощущается поцелуй. Но сейчас как раз самое время, чтобы понять. Нацумэ о предложении долго думал, сомневался, еще раз думал, но так и чует. Есть здесь какой-то подвох, какая-то очередная утка, шутка, подстава. Не, это точно прикол, не иначе. И чтоб вы думали, это реально оказался прикол. Ты что, купился? Чё не смеетесь? Не смешно? Это аниме! Тут так в каждом втором тайтле. Ладно, сейчас расскажу вам реальный каламбур. ГГшка настолько преисполнилась в своей дружеской дружбе, что вместо ожидаемого уничтожения конкурентки, наоборот, решила ей помочь. Устроить внезапное свидание под предлогом того, что Рион согласилась стать новой моделью, чтобы отплатить за помощь. А Горемычному как раз нужно было сменить курс мысли и настроиться на другое плавание. А то, понимаете ли, все последние труды какие-то однообразные, а нужно что-то новое. И вот они пошли по магазинам. Ходили, смотрели, присматривались, выбирали, примеряли. И Химари где-то между делом за кофе ушла. С концами. Оставив парочку наедине. Чтобы они вот прям так сразу поделились друг с другом самым сокровенным. Ну, понимаете, главный герой действительно чуткая натура. Поэтому без проблем готов рассказать первой встречной о том самом случае из детства. Когда он подарил какой-то девочке цветочек. И ей это понравилось. И ему это понравилось. И по итогу один прикол из детства целиком сформировал личность главного героя. К счастью, той ребенкой как раз оказалась Рион. Представляете, как повезло. И ведь она все это время искала его, а он что-то как-то без энтузиазма отреагировал. Ну, было и было. Ну, хочешь телефонами, контактами, номерами обменяться? Ну ладно, давай, почему нет? Короче говоря, главный герой настоящий стоик. Вторую женщину отшил и сам того не понял. Ему не хватает только телеграм-канала с продажей индийского женьшеня и гайдов по закрытой ссылке. Осуждаю. Найти клит сразу — это проблематично. Очень неплохая техника — это погрузить палец внутрь и после, вынимая палец оттуда, тянуть его, получается, вверх, раздвигая капюшон. И там вы найдете, собственно, этого парнишку. Этого парнишку вы отыщете. О как! Между тем ГГшка грустит, сетует, расстроена, что сама судьба свела тех, кто повстречался когда-то в детстве и через года пронес теплые эмоции о том дне. И это мы с вами даже еще не на дне, можно глубже. Слушайте, ну это только вторая серия, тут уже такая драма разворачивается. Я даже вообще не представляю, что там еще дальше будет. Да иди ты нахуй! Да, знаете, казалось бы, у героев продолжается учеба, ничего не поменялось. Но на самом деле вообще все поменялось. Химари какая-то не такая, как раньше. Держит дистанцию, здоровается на расстоянии, а это ну вообще на нее не похоже. Благо персонажи в этом аниме очень отходчивые, не злопамятные. И вот ребятки уже вместе сидят, цветочки рассматривают. А вот Горемычные уже вот-вот почти приступили к исследованию неизведанной ими ранее темы. Ты ведь делаешь украшения с тематикой любви. Наберись опыта со мной. Но представляете, это все была опять шутка. Типа прикол. Смешно, понимаете? Да, конечно, ничего вы не понимаете, ведь в каждой шутке есть лишь доля шутки. И ГГшка на самом деле надеялась, что он будет настойчивее и быстрее, и активнее, и зайдет дальше. Но не повезло, не случилось. Теперь она вся злая, на нервах, а он опять ничего не понял. Что это вообще было? Я тоже, честно говоря, не понимаю, почему герои все ходят вокруг да около, если уже давно все решили. Нужно просто подождать до старости, и там, если они никого не найдут, так и быть, поженятся. Если к 30 мы с тобой будем свободны, давай жить вместе. Да, был у них такой уговор давний, но сейчас извиняюсь, каюсь, рассказал вам всю правду. Теперь вы тоже вправе не понимать, что авторы давят какую-то драму на ровном месте. Уже, между прочим, 3-ю серию кряду. Но я не мог сказать ей, что хочу, чтобы она была моей. Я не могу. Ты ведь моя лучшая подруга. В общем, вы поняли, этот индивид тоже не разобрался в своем мироощущении. Как говорится, два сапога пара, вот только они не пара. И, возможно, уже никогда не сойдутся, потому что на крайней встрече по поводу обновления цветочной коллекции случился разлад. Синдзи, друг, товарищ, настоящий манипулятор, предложил Горемычному, чтобы Рион стала новой постоянной моделью. А Химари, она просто не могла спокойно видеть, как Горемычный соглашается на подобную авантюру. А как же она? Я больше никогда не хочу тебя видеть! Очень обидная ситуация, конечно. Правда, ровно в следующем абзаце герои снова
позабудут все распри и вернутся в ту точку взаимоотношений, где они как бы дружат, но как бы и сами не понимают, а только ли дружеские чувства испытывают, ну прям американские горки. Капец. Авторы реально молодцы, попали в нерв. Я так уже нервничаю от всего этого, вы бы знали. Она не хотела, чтобы Инамото стала постоянной моделью. Но почему? Действительно, почему? Я тоже вечно задаюсь этим вопросом. Почему главный герой всегда максимально тупой и ничего не понимает? Прям вообще ничего. Есть ли в этом какой-то великий замысел авторов аниме? Или может это все один большой эксперимент над зрителем? Вопрос открытый. Тайтл тоже открытый, без концовки, все опять сначала. Потому что они оба ничего не понимают и в чувствах своих не разобрались. И все равно очень обидно, очень неприятно. Но почему? Ну, совсем непонятно. Так не хочешь, чтобы Инамото была моделью? Эно не виновата! Как же ты меня бесишь! Вот вам и первый арбуз в отношениях. Бьет, значит бьет. Любым другим трактовкам рукоприкладства не верьте. Я бы после такого везде ее забанил. Еще заявление в полицию написал, пока побои свежие, чтобы судмедэксперт зафиксировал. Ну, либо начал бы шантажировать тем, что все задокументировано, и на бабки бы качал дуру эту гребаную. Но главный герой решил просто ничего не делать. И зря, ведь она, представляете, уезжает в Токио. И вот он уже опять не знает, как же в этой ситуации поступить, что же делать. Но есть тот самый друг, дружище, Синдзи, который всегда поможет, всегда подскажет и объяснит причину своих манипуляций. Это он, понимаете, оказывается, специально раздор посеял, чтобы все наконец определились, кто и кому важен. И главное, в каком плане, а то как-то не весело смотреть, как друзья маринуют друг друга. Вместо того, чтобы сойтись и обрести счастье. Думаете, после такого феноменального объяснения всей концептуальности анимешной жизни главный герой что-то понял? Да он также продолжил морозиться где-то в стороне, а потом вдруг внезапно позвал подругу на лютый разговор, чтобы продемонстрировать свои намерения тоже ехать в Токио. А она и не собиралась туда ехать, а он, блин, и не знал. Вот и поговорили. А что в итоге-то? Ну, вместо старой, случайно или нет, сломанной подвески появилось новое кольцо. Круто. Я же сказал, что это кольцо дружбы. Это она еще не знает, что за семечком фиолетового тюльпана, скрытым внутри кольца, кроется какой-то умный любовный символизм. Но кому на это не похуй. Ладно, я знаю, кому все это не безразлично. Чел на озвучкере прям целевая. Ох, ну и качели, конечно, они тут устроили, туда-сюда. Я даже не знаю, что там дальше будет. Да, братан, качает не по-детски. За 4 серии изменилось ровным счетом ничего. Ваши ставки? Случится ли что-нибудь выдающееся в 5 серии? Представьте себе, нет. Для меня самый дорогой человек на свете. И если ты не против, давай попробуем встречаться. Просто шучу, испугалась же. Это даже хуже, чем все, что мы с вами видели раньше. Эпизод полное говно. Вообще ни о чем и ни про что. Помимо очередных каламбуров, все, что произошло, это внезапный, нежданный, негаданный риск остаться на второй год. Ведь оказывается, Горемычный был настолько погружен в цветочные труды, что совсем забыл об учебе. И теперь ему нужно жестко трениться, чтобы сдать все на 5, хотя бы без плюса. И, конечно, заняться учебой можно исключительно дома у Химари. А там она, того глядишь, и спинку в ванной потрет. Да, вот это я понимаю, так называемый контент. К счастью, все, как обычно, оказалось приколом, и молодого тер старший брат ГГшки. Тоже тот еще персонаж, но не будем на нем заострять свое внимание. Нам и так проблем хватает, есть герои поважнее. Потому что, если вы еще не забыли, вот тут как раз в тайтле вспомнили. Есть же еще Рион, которая завидует темной завистью. Но как это так, ее не позвали домой к Химари? Теперь она сама придет, тоже будет готовиться, учиться, и это, похоже, даже не обсуждается. Вот всем, друзья, желаю побольше таких друзей, которые используют ваш дом как бесплатный отель. Вот это нормальная серия. У пацана наконец-то тестикулы отросли, и он начал тоже ее гонять немного. А то что-то игра в одни ворота какая-то была. Сейчас посмотрим, какого они стёба навернут. Ты чё тут? Ты кто вообще? Ты куда лезешь? Умный такой, может тебе еще мой канал отдать? Слышишь ты, безымянный автор, откуда ты взялся? Что это за голос в моей голове? Я просто смотрел анимешечку. О нет, кажется, я понял. Это голос целевой аудитории японских романтических комедий. И я, как главный фанат российских романтических комедий, буду с ним спорить. Это мой долг. Что нужно взять с собой для ночевки? Точно. Она же не хотела со мной разговаривать, но теперь пришла в себя и...
Совсем забыла о собственных словах? Не, это не она в себя пришла. Это авторы на обеденный перерыв во время написания сценария ушли, вернулись и уже забыли, что там было в позапрошлой серии. Кому не похуй, реально. Кстати, если что, ночевки не будет. Старший брат Химари закрыл дом. Ночуйте где хотите, учитесь где хотите, а вообще делайте, что хотите. Вы молодые, сами разберетесь. Ну и герои быстренько подсуетились, сориентировались. Теперь пойдут в гости к Горемычному. Пока, правда, прибыла только Рион, но ничего, вторую подождем, ничего ведь страшного не случится. Спасибо. Если вы, вдруг подумали, что эта ситуация должна была как-то изменить баланс сил в отношениях между героями, то вы это зря. Просто вы, наверное, не знали, ну и никто не знал. А авторы, оказывается, где-то за кадром уже трижды оформили признание в любви. Я люблю тебя. Все эти 7 лет. И каждый раз он ей отказывал. И вот сегодня опять отказал. А она все не сдается, надеется на что-то. Еще в друзья набилась, чтобы и с Химари подругами быть, и с Нацумой дружить, и с магазином им поможет. И ну вообще все так классно будет, блин, вы все такие друзья, блин. Помните, недавно одно аниме смотрел, где тоже все сначала такие друзья, добрые. И тоже, представляете, одна подруга помогла другой сойтись с парнем. Одним словом, совпадение. Школьные дни, кстати, аниме называлось. Мне все-таки удалось остаться в школе. А где же, а как же мета-комментарий от неизвестного анонимного автора? Не, ну это уже как-то совсем не то, будто бы смысл аниме резко пропал. Откуда я теперь узнаю, как к фееричному дружескому треугольнику относится целевая? Очень грустно, вайб потерян. Друг, если ты это смотришь, если ты это слышишь, молю, хотя бы в комментарии напиши, как тебе 6-я серия, мне очень важно знать. Кстати, продажа твоих украшений ручной работы не нарушает закон? Видите ли, какие-то родители каких-то школьниц заинтересовались, на какие такие цветочки их дитятки спускают баснословные деньги. А у Горемычного, оказывается, все чин по чину, законно, с чеками, выписками, налогами, но есть один нюанс. Школьнички-то начали покупать индивидуальные изделия, потому что поверили, что побрякушки помогут в поиске любовного партнера. А это оказался всего лишь миф, и никакая магия не сработала. Очень неприятно получилось. Деньги потрачены, результата нет. Продавец тварь. Впрочем, непонятно, что он так печется за каждый растоптанный цветочек, если деньги получены, прибыль зафиксирована, а дальнейшая судьба изделия — дело владельца. Да, парниш, добро пожаловать в реальный мир. Неважно, что ты делаешь, как ты это делаешь, насколько круто это выглядит, красиво или еще что-то, всегда найдутся те несогласные, и это нормально. Я с тобой не согласен, найди меня, давай драться. Но если что, заранее респект, поэтому не сильно бей, пожалуйста. Без иронии, друг, ты реально крутой, я не знаю, как бы выдержал это аниме без твоих слов в конце серии. Я прям смотрел, ждал и надеялся, что ну вот в этот раз хоть что-то, ну, скажешь. А то в прошлой серии так грустно было, прям осадочек остался, чувство некой незавершенности. Но теперь все наладилось. Спасибо. Нацуме это, скорее всего, не понравится, но... Родители просят от магазина проявить гибкость и вернуть средства. Мало ли, что они там просят. Чеки есть, все официально, пусть в суд идут, подают. Да, вот я бы именно так и ответил, если бы дело было в интернете. Но тут в аниме типа свой реальный мир, поэтому, видимо, есть риск поломанных костей. Вот Горемычный и прогнулся. И все всем вернул. Теперь сидит грустный, расстроенный, без денег, думает над бренностью бытия. Подумал, придумал, решил. Больше не будет заниматься украшениями. По крайней мере, до окончания школы. А это значит, что? Случился, друзья, новый виток кала. Теперь герои будут друг за другом не по любовной теме бегать, а по бизнес-вопросу. Потому что как это так? Нацуме единолично все решил. А ведь дело было общее, а ведь ей так нравилось смотреть, как он работает. А он что, выходит, ей без работы не нужен? А третья подруга здесь вообще что забыла? Ей, к слову, походу, единственной вообще индифферентно, что там, кто какими ремеслами занимается. Главное, чтобы человек был хороший. Так я или Хи? Кого ты выберешь? Энамото, извини. Ладно, прощаю.
И вот они снова помирились. И я, друзья, словил себя сейчас на одной мысли. Знаете, есть ситкомы, где в каждом эпизоде что-то происходит типа смешное, но глобально развития событий нет, чтобы можно было начинать смотреть с любой серии и ничего не потерять. Так вот, это вроде не ситком, а ромком, где сюжет какой-то должен быть, драма обязана развиваться, но по итогу что-то ничего не развивается. Мы опять вернулись к состоянию первой серии, и ведь это даже ситкомом не назовешь. Мне не смешно. Я уже плакать хочу от того, как мне грустно, что в конце серии опять не было комментария. Даже голос в голове сдался, настолько ничего не происходит. Тем временем наступило лето, а это значит каникулы, пляж, купальники, вот это все. Но есть вещь поважнее. В аниме наконец-то начался сюжет. Как раз до конца осталось 3 серии, пора бы нужно, чему-то там как-то делать начинать, да? Представляете? А оказывается, угрозы Горемычной уехать в Токио были вообще не безосновательны. Ее как раз туда приглашали в модельное агентство из-за выдающейся внешности. Даже деньгами спонсировали, а она тупо кинула челов. Больше всего это не понравилось старшей сестре Рион, которая как раз когда-то еще во времена своей учебы была рекламным лицом для пиар-компании, начавшего заниматься украшениями ГГ. А сейчас поднялась, разбогатела и, в общем-то, ума набралась. Стала понимать, что вот эти все цветочки несерьезные, дело временное. И нужно заниматься куда более перспективными и продуктивными делами. Поэтому... Если ты признаешься ей в чувствах, я заберу в Токио и тебя. Ну, тут сразу видно. ГГ до сих пор неопределенный, не определившийся, что-то стесняется, смущается. Никак с мыслями не соберется. Короче говоря, тупо лох нерешительный, вот он кто. К счастью, есть старший брат, который такой молодец. Так вовремя пришел для урегулирования ситуации. Ведь только он понимает бизнес-мечту молодого. Потому что и сам когда-то был таким же. Ну, то есть, понимаете, безо всех этих второстепенных персонажей сюжет бы до сих пор никуда не сдвинулся. То есть... Автор этого произведения настолько крутой, что ради хоть какого-то развития событий ему пришлось прибегнуть к внешним действующим лицам, потому что сами герои максимально никакие и не могут осилить такие сложные процессы, как что-то думать, что-то делать, стараться. Ладно, ребят, загрузила вас как-то резко сюжетными перипетиями. Ну, ничего, сейчас будет вставочка на посмеяться. У меня их 12, по работе нужно. Вот вы, друзья, спросите, а зачем ей 12 телефонов? А я вам отвечу. Один для связи с агентствами, второй для постоянного контакта с личным менеджером, третий для личного пользования. А еще 9 зачем? Это такой юмористический эффект. К какому итогу пришли дебаты? За летнее лето главный герой должен успеть создать такой шедевр, чтобы все поняли, как серьезно он настроен и каким крутым ремесленником, мастером, купцом, торговцем, бизнесменом он может стать. В такой ситуации можно лишь пожелать ему удачи. А еще пусть на бусте мой подпишется, как разбогатеет. А вы? А я все про вас знаю, уже богатые, так что подписывайтесь прямо сейчас, там как раз появилось новое хмельное видео про аниме от всех любителей пенного. Для всех любителей пенного. А если я сбегу? Но она вполне может открыть магазин украшений напротив, а потом с помощью денег и рекламы сокрушить вас. Я ее знаю. Какой напротив? Они же своими цацками в интернете торгуют. В конце концов, мы продаем через соцсети. А в школе родители запретили? Или я где-то потерял нить повествования? Да, вот сейчас явно не хватает того, кто бы все объяснил и прояснил. Очень жаль, что перед продолжением сюжета мы снова не услышим метакомментатора. Так и как же герои разрешат столь трудную задачу? Где найдут вдохновение? А все просто. Оказывается, лето — это подсолнухи, а подсолнухи — это самые удобные цветы для украшений. Если что, на досуге можно будет семечки пощелкать. Класс. Но тут еще пока не сезон. Не созрели ядра подсолнечника. Увы. Зато Горемычная таки созрела для признания в любви. Вот так сразу на ровном поле, прикиньте, взяла и призналась. А Горемычный подумал, что это снова шутка, а она не шутила и расстроилась, что он опять ничего не понял и убежала. А он ее догнал, но так и не понял, с чего она убежала. А она... Ну правильно, а что тянуть-то? Давно пора было. Наконец-то хоть кто-то перестал мять сиськи и взялся за дело. У Химари оказались тестикулы
покрупнее. Наконец-то! Он вернулся! Как же плевать, что герои в кои-то веке засосались, но как же приятно, что он снова с нами. Согласны, ребят? Вам тоже его не хватало? После всего случившегося, вы даже не представляете, как горемычные будут вести себя друг с другом. Тут и представлять не надо. Нечего представлять, понимаете? Вообще ничего не поменялось, потому что чувства когда-нибудь потом, а сейчас нужно выиграть пари, пропарить подсолнухи, вывести влагу, эпоксидкой пропитать, композицию создать, ну и остальное по мелочи. Да только главный герой поспешил, поторопился и получилось говно какое-то. Спустя сутки цветы завяли. Значит, техпроцесс был нарушен. Ну что, придется в спешке искать новую зелень и за сжатые сроки заново делать дело? К счастью, ГГ все же успел. К сожалению, старшая сестра подставила молодого, рассказала старой подруге о просчете братца. А это значит, Нацуме безответственно подошел к работе и не выложился на полную, как того требовал договор. Спросите, зачем же родственница так подло поступила? Дело в том, что она заметила, как в жизни молодого сместились приоритеты. Часть поделок из школы тому прямое доказательство. Деньги не только просто так вернуть просили, а в том числе из-за производственного брака. В общем, сам виноват, что все так обернулось. Но сестре все равно жесткий дизреспект, я бы за такие мувы и колени в GTA RP. Ладно, не стоит печалиться, ведь Химари теперь станет известной моделью. Заработает много денег и очков популярности. А там, глядишь, и рекламировать украшения получится эффективнее. А то, что герои не будут видеться, это наоборот к лучшему. Все же знают, что и без того отсутствующие любовные отношения на расстоянии становятся только крепче. Так в реальности и происходит. Честно-честно, со всеми было. Блин, а в аниме все друзья-товарищи почему-то решили, что нужно срочно отменить поездку, чтобы горемычные не расставались. Синзи для этого даже чемодан с деньгами собрал. Крутой. Пойми, я терпеть не могу скучать, а ваш ромком знатно так доставляет. Впрочем, именно этот персонаж здесь единственный остался обделенным. Ведь вы, возможно, не знали, а он так-то влюблен в Рион, которая влюблена в Нацуме, который любит Химари, которая любит его. Ну то есть все, горемычные счастливы и свободны, а их друзья обречены на безответные чувства, что будут грызть их души до самой старости. Happy End. Что же касается того самого вопроса, то, как видите, ответ он таки получил. Он, как и все дружные друзья, стали, пережили беды, горесть и печали. Так сказать, прошли через огонь, воду и медные трубы. И на выходе получилось... Что получилось? Трубы-то, понимаете, оказались канализационными, но это буквально кал какой-то, причем не в первый раз. В последнее время у аниме как будто в целом тренд новый сложился, вплоть до серии 9-10 абсолютно ничего не должно происходить. Прям совсем ноль качественных изменений, но зато потом, под самый-самый конец, нужно быстренько какую-то сюжетную арку важную начать, закончить, и все будет хорошо. Конечно, раньше не лучше было. У каждого первого аниме концовки не было. Вообще. Ушлые японцы разводили зрителей на покупку и прочтение первоисточника. Но и сейчас, а вот эти формально законченные истории не лучше. Потому что концептуально даже в анекдотах про Петьку и Василия Ивановича глубже продумана завязка, кульминация и финал. В общем, если мужчина и женщина и могут быть друзьями, то в такой ситуации обязательно должен быть какой-то нюанс. Лично я готов дружить с каждым, кто готов этот нюанс оплатить. Вот тут вообще без проблем. Станем с вами самыми лучшими товарищами. Главное, на бусте ДДЭП сделайте. Вот тогда заживем. То есть они думают, будто я продаю вот эту вот информацию типа каким-то инселам, нормисам, неуверенным в себе типам. Ну а я как раз продаю информацию для вас, тех самых. Поэтому спасибо самым большим друзьям за нашу долгую большую дружбу. Мильвус, Камсфех, Карса, Мистер Квадр, Юхит, Люкс, Максим Акимов, Финик, Типичный статист, Иван Суханкин, Доминатрикс. Пока.